Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Готовлю ткани для нового проекта. Отрезаю кромки. Вот почему отрезают кромки? Ведь вроде это так здорово, край обработан, не будет осыпаться. Но в кромках более плотное переплетение нитей, технические проколы, отметки ткацкой фабрики. В готовом изделии это будет не очень хорошо выглядеть. А если объединить все кромки вместе, может получиться очень интересное декоративное полотно. Ширина кромок, которые я отрезаю, 2,5-3 см. Для работы понадобится клеевой флизелин, самый простой и недорогой. На сайте интернет-магазина 1 метр ткани можно найти по 18 рублей за погонный метр. Нарежем его полосками шириной 15 см, длиной 45 см. Потом, для удобства работы, нарисуем линии под углом 45 градусов. На эти полоски флизелина начнем нашивать кромки. Уголок закроем кусочком ткани, а сверху пришьем кромку. Шов прокладываем по плотному краю, а следующим кусочком кромки мы закроем открытый срез. Шьем гирляндой сразу несколько деталей. Дошили одну, приставляем следующую. Самое интересное в таком способе, что невозможно угадать, какая полоска подойдет по длине и по цвету. После того, как заполнили, зашили всю основу, заготовку тщательно проутюжим, дополнительно приклеим кромки горячим утюгом. После этого остается только подровнять края и отрезать лишнее. Заготовки 15 на 45 сантиметров. В принципе, они уже выглядят достаточно декоративно, и можно работать с ними, ничего не разрезая. Но хочется немного поэкспериментировать. Разрежем их на квадраты. Можно сделать 15 на 15 сантиметров, но мне хочется продолжить опыты, и квадратики сделаем 7,5 на 7,5 сантиметров. А дальше пособирать мозаику, как пазлы. Каждый квадратик мы можем разворачивать под углом 90 градусов, и тогда меняется угол наклона, и получается новый узор. Смотрите, если делать подборку по цвету полосок, могут получиться очень интересные варианты. Полотно выглядит очень живописно. В общем, можно остановиться и на этом варианте и сшить так. Но основа плотная, кромки тоже дадут толщину. Швы получатся очень грубые. Попробуем эти квадратики соединить другим способом, через бейки. Для этого возьмем вспомогательную ткань и клеевую паутинку. Это все разложим на гладильной поверхности. А сверху очень аккуратно перенесем наши кусочки мозаики. Укладываем их плотно в стык. Хорошенько зафиксируем все горячим утюгом. Для лучшей стыковки утюг ставим, держим несколько секунд, потом аккуратно его переставляем. Конечно, можно обойтись и без клеевой паутинки, без других клеевых материалов, все закалывать булавочками, прошивать нитками. Но в лоскутном шитье и так очень много мелкой работы. Зачем делать дополнительные сложности? Прогресс не стоит на месте. Промышленность помогает рукодельницам облегчить наш труд. И в конечном итоге не такие уж мы растратчицы. На спичках сэкономим, на водке пропьем. Для дальнейшей работы мне нужна прямая бейка с уже подогнутыми краями. Из черной бязи нарежем полоски с шириной 3 см. Дальше подогнем ее края к центру, сгиб прижмем булавочкой. Потом на расстоянии 15-20 см таким же образом зафиксируем и другой конец бейки. Под булавочками ткань
должна свободно двигаться. Теперь прижмем ее утюгом и будем протягивать под ним бейку. Так можно сразу заготовить много бейки. Переходим к работе с нашей заготовкой. Как видите, все элементы хорошо закреплены, но их все же надо прошить. Подготовленными бейками будем закрывать швы сразу по всей длине полотна. При работе за швейной машинкой воспользуемся самодельным приставным столиком. Он нужен для того, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Бейку будем пришивать с двух сторон. Уложим ее ровно. Шов прокладываем на расстоянии 1 мм от края. После того, как пришили все бейки в одном направлении, пришиваем перпендикулярные бейки. Цветные детали все у нас лежат в стык, ровно. Бейки аккуратно закрывают соединения. Я и раньше работала с кромками, шила их разными способами. Сумка с декоративной вставкой, грелка на чайник, подушка с миниатюрками, небольшой коврик, сидушка на скамейку. Вариантов множество. У меня сейчас получилось очень интересное полотно. Необычное цветовое решение. Я еще не придумала, что именно это у меня будет. Творческий эксперимент продолжается. Надо, чтобы эта заготовка немного полежала, чтобы я от нее отдохнула. А потом посмотрю на нее свежим взглядом и придумаю продолжение. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!